Здравствуйте, уважаемые леди и джентльмены! На своем канале вас приветствует диванный виски-эксперт Дистилеша. Это мой третий выпуск, сегодня 19 февраля 2020 года, сегодня праздник, День самогонного аппарата. В сегодняшнем выпуске я хотел бы поднять вопрос и предложить вам свое мнение о том, с какого виски лучше начинать свое знакомство начинающему дегустатору. Выбор оказался довольно непростым. Чем больше критериев я выбирал, тем труднее становился выбор. В итоге время выбора напитка заняло внимание около месяца. Первый критерий – выбор напитка из страны. По определению виски это напиток, который должен быть получен из зерновых культур. В данном случае мы будем рассматривать только солод, коренной житель Британских островов. Напиток, полученный путем соложения, брожения, дистилляции и длительной выдержки в дубовых бочках. Страна. По логике желательно, чтобы страна была родиной напитка. Это придаст вам уверенности, понимания того, что вы осознанно делаете свой выбор и, может быть, даже восстанавливаете историческую справедливость. За право называться родиной виски борются две страны – Ирландия и Шотландия. Ирландия выигрывает у Шотландии 100 лет, но на сегодняшний день технологии производства виски значительно преобразовались, а у Шотландии они более традиционные, поэтому сделаем выбор в пользу Шотландии. Второй немаловажный критерий, о котором тут же стоит заговорить, это, конечно же, цена. Цену будем рассматривать самую минимальную, поскольку вы еще не знаете, понравится ли вам виски, будете ли вы с ним связывать свою судьбу. Третий критерий – крепость. Поскольку мы ограничены в цене, то выбор крепости тоже ограничен, это скорее всего 40-45 градусов. Третий критерий – это холодная фильтрация и окрашивание сахарным колером. Бочка. Это обязательно должна быть дубовая бочка. Сегодня все бочки в производстве виски сделаны из американского дуба. Все бочки не являются девственными, то есть в них уже заливались какие-то напитки. Сегодня основные популярные это бурбонные бочки и хересные бочки. Поскольку цена напитка невысокая, мы будем выбирать либо бурбонный, либо хересный вариант, но влияние бочки не должно сильно отразиться на напитке, поскольку это, скорее всего, очень недорогие варианты и может быть не первая заливка бурбона или хереса была. До этого, надеюсь, влияние будет незначительным. Также мы исключаем различные финиши до выдержки. Сегодня многие производители после выдержки дополнительно довыдерживают свои напитки в каких-нибудь необычных бочках. Виски это может быть и винные бочки, бочки из-под портвейна, ромовые бочки, коньячные бочки, много разных вариантов. Все это мы убираем, дабы исключить каких-то левых привкусов и вкусов, которые мы не хотели бы чувствовать, а которые бы хотели потом сознательно продегустировать в уже других напитках, имеющих финиш. Это должен быть обязательно односолодовый виски, никакой не купаж, не бленд, потому что, опять же, какие-то смеси вкусов нам помешают понять и познакомиться с виски в полной мере. Вкус и аромат. Ни в какие крайности мы тоже впадать не будем, никакие дымные, насыщенные сорта мы рассматривать не будем. Хересные монстры тоже отметаем. Возраст. Возраст тоже не должен быть перекошен ни в ту, ни в другую сторону. 10-12 лет вполне стандартно для виски. Я дополнительно взял советы в винных бутиках и магазинах виски. Мнения оказались довольно некомпетентные в большинстве из них. Неплохое мнение, довольно взвешенное, мне понравилось, и оно совпало с моим, было у специалиста в магазине WinLab. Также взял дополнительно мнение у экспертов виски на прошедшем виски-симпозиуме, а также после этого еще вспомнил, что у компании Diageo есть замечательная карта вкусов и ароматов, называется Whisky Flavor Map. Как вы, наверное, уже догадались, нам стоит выбрать именно виски, которые близки к нулевой точке, к точке пересечения
оси X и оси Y, грубо говоря. Итак, внимание, оглашаем вердикт. Сопоставив все критерии, о которых я говорил только что, мой выбор пал на Гленфидик 12 лет выдержки. Это яркий представитель Спейсайда, Шотландия. Основана винокурня Гленфидик в 1887 году Уильямом Грантом и сыновьями. До сих пор эта винокурня не закрывалась и работает уже около 140 лет. Помимо всех вышеперечисленных критериев, стоит отметить немаловажный момент, что винокурня старается поддерживать свои традиции с того самого 1887 года, и та же самая 12-летняя выдержка практически не претерпела несколько, по пальцам можно пересчитать, преобразований. Значит, дополнительный выбор можно подкрепить тем, что некоторые эксперты, например, Ральфи, склоняются к тому, что этот виски близок к ирландскому стилю, а значит, он держится своих корней, и мы ничего не потеряем, а как раз таки даже попробуем именно то, что хотели. Стоит также отметить, что данные виски, данная винокурня не одна в семействе Уильяма Гранта. Есть также винокурня, точнее бренд Tullamore Dew. Это ирландские виски. То есть связь опять же есть. Итак, подводя итог. Гленфидик 12 лет. Это тот фундамент, на котором будет строиться ваша библиотека под названием «Мир виски». Также хотелось бы отметить, что Гленфидик 12 лет выдержки – это сигнатурный молд, то есть, грубо говоря, это виски, который является главным носителем стиля винокурни Гленфидик, то есть тот виски, о котором они говорят как о своем базовом молте, по которому можно определить почерк винокурни. То есть это то, что нужно для того, чтобы начать свое знакомство с виски. Также хочу сказать, что я обязательно предложу еще один вариант виски, с которого стоит начать свое знакомство, как альтернативный, но уже с отвязкой по цене, с относительной отвязкой по цене. И может быть этот виски он будет более правильным, и выбор по нему будет более осознанным. Итак, жду ваших комментариев, пожеланий, жду ваших мнений о том, с какого виски стоит начинать свое знакомство. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будем общаться о правильном крепкаче. Пока-пока.